2 мая 1945 года в 3 часа дня в Берлине полностью прекратилась стрельба. Воцарилась непривычная тишина. Это было странно, ведь удачный штурм Рейхстага, самоубийство Гитлера не смогли остановить сопротивление врага. Немцы капитулировали только сейчас, и за этим событием стоял конкретный человек. Его имя Иван Павлович Рослый. Именно его корпус сокрушил последний оплот фашизма – имперскую канцелярию. Главная цитадель врага пала. Сопротивление стало бессмысленным, и только сейчас стало понятно, что война закончена. Оставалось только войти внутрь логова и самому увидеть следы агонии фашистского зверя. Товарищ генерал! Товарищ генерал, там во дворе тела обгоревшие воронки. Мужчина и женщина в ногах овчарка. Эксперта нашли? Так точно, уже здесь. Идем. Караул, вольно! Bitte. Herr Offizier, ich habe keine Zweifel und bestätige, das sind Überreste von Adolf Hitler und Frau Eva Braun. Они, товарищ генерал, эксперт подтверждает. Это фюрер и его фрау. Связь есть? Есть связь. Здравия желаю. Иван Павлович, Берзарин на проводе. Николай Ростович. Да. Да, эксперт подтверждает сходство. Все кончено. Так точно уверен? После доклада командующему легче не стало. Нахлынула боль. Вспомнились все, кого потерял на пути к Берлину. Дорога к логову врага была длинной, ведь лично для меня война началась в далеком 1939 году. Ноября 1939 года в 8 утра началась Финская война. В первый ее день, форсировав реку Сестра, войска Красной Армии не встретили никакого сопротивления. В Москве считали, что финны сразу же капитулируют. Казалось, что маленькая победоносная война будет закончена к 21 декабря, дню рождения Сталина. Но буквально на следующий день войска встали. На их пути лежала линия Маннергейма, которая широкой полосой, длиной в 135 километров от Финского залива до Ладоги, перегораживала Карельский перешеек. Сплошная цепь озер, рек и болот. Скалистые гряды. А если прибавить к этому 386 километров минных полей, 285 железобетонных укреплений, более 2000 дотов, сотни орудий и тысячи пулеметов, то это делало линию Маннергейма едва ли не самой мощной укрепленной линией в Европе. Карл Густав Эмиль Маннергейм. Российский и финский военный и государственный деятель шведского происхождения. В русской армии от корнета дослужился до генерал-лейтенанта. Затем был генералом финляндской армии, фельдмаршалом, маршалом и в итоге президентом Финляндии. В 1939 году, опасаясь военных столкновений на советско-финской границе, проходившей близко к Ленинграду, Маннергейм утвердил программу модернизации оборонительных укреплений на Карельском перешейке.
что все вместе позже получило неофициальное название «Линия Маннергейма». Suomen sotapoika kulkee kunniaan Mannerheimin linjalla. Isänmaamme armaan eestä taistellaan Mannerheimin linjalla. Säikytä ei meitä jyskä tykkien, innostusta nuori sydän sykkien. Suomen sotapoika. По результатам первого месяца войны Красная Армия потеряла убитыми 69 986 человек, ранеными и обмороженными 422 402 человека, а также 713 танков и 186 самолетов. За этот же период потери финских войск составили убитыми 13 997 человек, ранеными 19 480 человек, 14 танков и 73 самолета. И это при том, что СССР вошел в войну с двукратным превосходством в живой силе и более чем с 10-кратным превосходством в технике. Первые же неудачи породили в войсках неуверенность в собственных силах. Стали поговаривать, что финские доты якобы одеты в толстый слой резины, и снаряды отскакивают от них, не причиняя никакого вреда. Потери Красной Армии росли с каждым днем, но продвинуться вперед так и не удавалось. Ситуация выходила из-под контроля. Это подтверждает тот факт, что первый секретарь Ленинградского горкома Жданов категорически запретил сообщать родственникам погибших военнослужащих о гибели их близких. Но это было только начало. В середине декабря на Арадской дороге финны окружили и уничтожили значительную часть 44-й стрелковой дивизии. Потери составили 1000 человек. Красная армия потерпела страшнейшую катастрофу. Ситуация на фронте была близка к критической. Войска находились на грани паники. Никто не знал, что делать. Фронту срочно требовалась свежая кровь. Во время учебы в военной академии имени Фрунзе майор Иван Павлович Рослый был одним из лучших на курсе. Поэтому его направление на фронт на должность командира 245-го стрелкового полка на первый взгляд выглядело логичным. Но мало кто знает, что незадолго до этого курсант Рослый написал работу, в которой выразил мнение, что в Красной армии слишком много внимания уделяют кавалерии и слишком мало танкам. По мнению Рослого, главной ударной силой в современной войне станут танковые корпуса и артиллерия. Это было очень неосторожно, открыто и громко противоречить Буденному, Ворошилову и другим прославленным кавалеристам Первой конной армии, которые к тому же находились в руководстве страны. Поэтому можно предположить, что майора Рослова сознательно бросили на передний край буксующей военной кампании, чтобы молодой теоретик, не имеющий боевого опыта, с треском провалился. 31 декабря 1939 года энергичный, высокий, под стать своей фамилии, майор с 2 малиновыми шпалами в петлицах Иван Павлович Рослый прибыл на командный пункт. Пункт располагался всего в 1 километре от высоты 65,5, на которой находились мощный финский форт Попиуса и ДОТ «Миллионник». Оба входили в Хотининский узел сопротивления. Ни одна, даже самая передовая армия в мире не сможет взять Хоттинина, хвастливо писали финские газеты. Именно этот узел стоял на пути полка майора Рослова. Пока ехал, не мог заснуть. Прикидывал план ближайших действий. С чего начать, на чем сосредоточить главные усилия. Первым делом в окопы. Надо ознакомиться с полком, с людьми, с обстановкой, в которой они живут и воюют. Заодно и к противнику пригляжусь. Но не успел прибыть, как впервые попал под настоящий артиллерийский обстрел. Изрядно понервничал. По первости оглушает, приноровиться надо. До позиции далеко? Да вон, встречает уже. Здравия желаю, товарищ майор. Капитан Сорока. Проводите в расположение, покажите, как обустроились. Есть.
Только прибыли и сразу к нам? К вам. К вам. Береза. Береза. Здравия желаю. Смирно! Сидите, сидите. Вольно. Угостите? Держите, товарищ майор. Спасибо. Хороша кашица. Обедайте, товарищи. Капитан. Где вы говорили? Воронка на нейтральной полосе. Товарищ майор, там все простреливается. И снайперы у них отличные. Вас как зовут? Артем Максимыч. Показывайте, Артем Максимович. Кузнецов, Я! неси маскалаты. Есть! Опыта прорыва подобных линий обороны Красная Армия практически не имела. Непосредственно на поле боя было необходимо отработать методы борьбы за укрепленные позиции, которые возводились почти 20 лет. Дот Попиуса фактически являлся ключевым элементом финской обороны. Его боевые казематы были защищены стальной броней. На всех подходах минные поля, гранитные надолбы и проволочные заграждения. Ситуация усугублялась тем, что даже у разведки не было достоверных схем финских укреплений. Майору Рослому предстояло практически вслепую изучить оборону противника на местности. От переднего края наших войск до Дота было всего 500 метров. Но с таким командиром мы финнам покажем. Пропадем не за грош без всякой пользы. Ух, а я уж обрадовался, что командиру полка в ординарце назначили. Разве это ваша обязанность брюхом нейтральную полосу утюжить? Сомневаешься? Правее на 2 часа. Дот! Еще один. Тихо. Вот собаки, а. А на картах не отмечен. Из окопов не просматривается. Ну ничего. Мы его тулом спокойно возьмем. Ну хорошо бы. Скептик ты, Василий. Давай отправляться в Освояси. Шевеливайся. Слава богу, целы. Ух ты. Чудом ведь. На волосок практически. Я же предупреждал, у них там все пристрелено. Артем Максимович, есть у вас связь с артиллеристами? Так точно. Это хорошо. А снайперы у них не очень. Десятки глаз наблюдали за нами в тот вечер, и на утро о нашей вылазке знали уже во многих подразделениях. Совершая такие путешествия, я, конечно, рисковал, но благодаря им составлял собственное мнение об обороне противника. Это знание помогло мне подготовить полк к наступлению и внести необходимые коррективы в план предстоящего штурма.
что, капитан? Иван Павлович, пушка замаскирована, уверен, из дота ее не видно. Молодцы. Батарея готова. Сейчас начнут. Осколочно-фугасным заряжай! В амбразуру попадете? Так точно. Все, заткнули чехонцев, теперь мешать не будут. Да. Товарищ майор, орудие на прямой наводке. Сейчас как жахнет прямо в глаз. Давай. Огонь! Огонь! Прицел лево 10! Отметиться по воронке! Готов! Огонь! Выстрелу готов! Огонь! Товарищ майор! Пробили мы его! Ведь пробили! Скрыли его, как банку консервную! Ура! 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 Скрыли мы его! Ура! 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 Молодцы. За стрельбой орудия наблюдали не только из нашего окопа. Многие командиры и бойцы видели и оценили результаты стрельбы. Так началось развенчивание легенды о непробиваемости финских дотов. Ничто так не поднимает дух в войсках, как победы. Пусть даже совсем маленькие. Ведь теперь солдаты поняли, что врагам можно и нужно побеждать. Вместе с артиллеристами мы засели за работу, и через месяц план нашего наступления был готов. 11 февраля 1940 года полк майора Рослова после мощной артподготовки, прижимаясь к огню своей артиллерии, дружно пошел в атаку. Буквально на хвосте своих снарядов ринулись танки с приделанными к ним санями для пехоты. Замысел Рослова был прост и логичен. Теперь пехота не отставала от танков и, ворвавшись вместе с ними в первую траншею, легко овладела дотами. Прорыв был настолько стремительным, что финны просто не успели прийти в себя. Враг, ошеломленный огнем артиллерии, был загнан в глубокие убежища и даже не успел выбраться из них. Дело завершили гранаты. Это было неожиданно, дерзко, но максимально эффективно. Брешь в укреплениях линии Маннергейма была пробита, и в нее устремились свежие силы пехоты и танков. Через месяц все было кончено. 13 марта 1940 года СССР и Финляндия подписали мирный договор. Война была выиграна Красной армией, но это была уже совсем другая армия, отличная от той, которая всего 4 месяца назад вступила в войну. И заслуга в этом во многом принадлежала майору Ивану Павловичу Рослому. Финская кампания была победоносно завершена. И заслуги, теперь уже полковника Рослова, не могли быть незамечены на самом верху в Кремле. 14 апреля 1940 года Иван Павлович Рослый был вызван на заседание Главного военного совета. На заседании должен был присутствовать сам Сталин. Герою 115 предстояло сдать еще один экзамен. К выступлению я готовился довольно основательно и все же здорово волновался.
Мое состояние многие заметили и потом, шутя, говорили, что воевать, по-видимому, легче, чем рассказывать о войне. Прошу подавать записки тех, кто еще желает выступить без записи, поделиться впечатлениями и опытом за последний период, который пережила наша армия и страна. Недостатки отметите. Кто желает слово взять без записи? А давайте заслушаем нашего героя. Слово имеет товарищ Рослый. Здесь, товарищи, выступали большие начальники. Артиллерийские, саперные. Одни выпячивали роль саперов, другие артиллерии. Я, как пехотный командир, не буду особо выпячивать роль пехоты. Нет, надо выпятить. Не буду. Скажу правду. Основная задача пехотного командира – увязать танкистов, артиллеристов и пехоту. Только тогда дело будет. Конечно, больших примеров я не знаю, но знаю пример нашего полка, который брал высоту 65,5. В чем основы вашего успеха? Расскажите. В сочетании движения и огня. Мы дали артиллерийский огонь, да такой, что можно было бы в музыке воспеть, если бы композитор был. У артиллерии есть своя музыка. Правильно, есть. Враг был загнан в глубокие убежища, не успел из них выбраться и изготовиться к бою. Пехота и танки буквально на хвостах снарядов ворвались в опорные пункты, и пехота оказалась... Продолжайте, товарищ Рослый. Пехота подошла ближе, чем на 100 метров к валу нашего артиллерийского залпа. А это, товарищ Рослый, нарушение устава. Так точно. Товарищи, полковник Рослый нарушил устав. Что это означает? А это означает, что устав надо менять. Спасибо, товарищ полковник. Иосиф Виссарионович, разрешите личное обращение? Далее по записи, товарищи. Слово предоставляется товарищу Пшенникову. Передавать документы напрямую Сталину на виду десятков участников совещания было крайне рискованно. Никто не знал, что было в том письме. На самом деле, Иван Павлович хотел помочь танкистам. После финской кампании остро вскрылись проблемы со связью. Каждой боевой машине нужны были рации. Танкисты старались донести это до руководства, но безуспешно. Рослый был единственным, кто не побоялся донести информацию Сталину. И не зря. Уже через несколько месяцев началась работа по установке радиосвязи на танках. Была организована подготовка курсантов-связистов для танковых подразделений. На следующий день после совещания полковника Рослова вызвал заместитель наркома обороны. Такой вызов мог означать что угодно. Но все обошлось. Сталину понравился новоиспеченный герой. Верховный главнокомандующий понимал, что ситуация в армии требовала серьезных перемен, и такие командиры, как Рослый, были способны повысить ее боеспособность. И молодого полковника назначили командовать дивизией в Закавказье. Итак, я приехал в Москву командиром полка, а уезжал командиром дивизии. Забегая вперед, скажу, что мне посчастливилось командовать полком дважды. В
Второй раз уже после войны. Но то был особый полк, и рассказ о нем впереди. А сейчас на заседании у Сталина я услышал запавшие мне в душу слова: «Война с фашистской Германией неизбежна. Неизвестно только, когда она начнется». Предстояла долгая работа, тяжелая и непростая. Но, как говорил Суворов, тяжело в учении, легко в бою. Полковник Рослый прибыл на Кавказ, к месту дислокации своей дивизии. Перед ним стояла непростая задача. Немцы в Польше и других странах Европы умело применяли большие танковые группы. Было важно подготовить людей и в боевом, и в моральном отношении к уверенному противодействию танкам. Как раз на финской войне, кроме гранат, появилось еще одно средство – коктейли Молотова. В отличие от гранаты, которую полагалось метнуть под дно танка, бутылку надо было бросать на танк. Полковник Рослый придумал, как сделать учебный процесс наглядным. Он приказал наполнить бутылки водой с мелом. Разбитая на танке бутылка оставляла на нем белое пятно. Оно подтверждало, что боец не промахнулся, а танк сгорел. Вскоре в городе были скуплены все пустые бутылки. Рослый готовил свою дивизию к предстоящим испытаниям. Все понимали, что дело идет к большой войне, и финны были лишь первой серьезной проверкой. В воскресенье 22 июня 1941 года началось учение. День стоял тихий, жаркий. Обливаясь потом и изнывая от жажды, мы дотошно отрабатывали учебные вопросы, предусмотренные планом. И тут внимание привлек бежавший к нам со стороны заставы пограничник. Поравнявшись с нами, он произнес только одно слово: «Война». Начало войны я встретил в Закавказье. Фашисты продолжали продвигаться на восток, а мы находились в резерве. Слушали тревожные сообщения с фронта и думали, когда же настанет наш черед сразиться с врагом. Свой первый бой полковник Рослый и его люди приняли 20 сентября 1941 года. Успешно отбив несколько немецких атак, дивизия опрокинула врага и значительно продвинулась вперед. В эти же дни произошла первая встреча полковника Рослого с танковой группой генерал-полковника Клейста, который пытался зажать в тиски силы Южного фронта. Если бы не стремительное отступление советских войск, то неизвестно, чем бы закончилось их первое противостояние. За успешное проведение оборонительных боев 13 мая 1942 года Ивану Павловичу Рослому было присвоено звание генерал-майор. Его дивизия сражалась севернее Ворошиловграда, оборонялась на Дону. И в июле произошла еще одна встреча с Клейстом. На штабной карте в районе Миллерово я увидел 3 большие стрелы, густо закрашенные темно-синей тушью и направленные на юго-восток. Стрела первой танковой армии Клейста, нацеленная на Ростов, особенно бросилась в глаза и как бы вернула меня к осени 41-го. Тогда, в начале октября, эта же армия прорвалась в тылы Южного фронта и взяла Ростов. В тот момент врага удалось отбросить, но сейчас Клейст перегруппировался и снова рвался к Дону. Достигнув Дона, гитлеровцы приступили к операции «Эдельвейс». Вермахт планировал окружить и уничтожить отошедшие за Дон советские войска, овладеть Северным Кавказом и последовательно занять Грозный, Махачкалу и Баку. Для этого Гитлер выделил группу армий А. Для наступления на Сталинград была создана группа армий Б, которая считалась лишь второстепенной по отношению к наступлению на Кавказ. Немецкая группировка насчитывала 167 тысяч солдат и офицеров, 1130 танков, 4540 орудий и минометов, 1000 боевых самолетов. СССР значительно уступал врагу как в живой силе, так и в технике.
21 августа 1942 года гитлеровские альпинисты поднялись на Эльбрус, самую высокую точку Европы, и установили альпеншток с флагом, украшенным фашистской свастикой. Берлинские газеты кричали тогда взахлеб: «Покоренный Эльбрус венчает конец павшего Кавказа». В своих планах Гитлер отводил Кавказу особое место. Ведь накануне войны один только Бакинский район давал 75% общесоюзной добычи нефти. 30 августа генерал-майор Рослый вступил в командование 11-м стрелковым корпусом. Корпус закрывал путь к Орджоникидзе и не пропускал противника в Суарское ущелье. Прямой путь к военно-грузинской дороге, важнейшей коммуникации, по которой шло снабжение армии. Немцы повели мощнейшие атаки, бросая в бой сотни танков при поддержке густых цепей пехоты и авиации. Но генерал Рослый так расставил артиллерию, что каждая новая атака стоила противнику больших потерь. Но силы были неравны, и враг постепенно продвигался вперед на этом узком участке. Немцы атаковали нас одновременно сотнями танков и обеспечивали им мощную поддержку с воздуха. Этой массе мы могли противопоставить лишь одно орудие на километр, а для борьбы с самолетами имели всего одну зенитную батарею. Чтобы отстоять Орджоникидзе, нужно было наглухо закрыть Суарское ущелье, через которое немцы могли прорваться к городу с другого направления. Перед решающим штурмом я заехал в бригаду, которая была укомплектована краснофлотцами, снятых с боевых кораблей. О том, как дерутся военные моряки, хорошо знали все. О их мужестве и бесстрашии ходили легенды. Командовал ими мой старый товарищ по учебе в Академии Фрунзе, полковник Александр Васильевич Ворожищев. Смирно! Здравия желаю, товарищ генерал-майор! Вольно. Вольно! Здравствуй, дорогой. Ждал тебя, Иван Павлович. Показывай своих орлов. Внимание на проходе! А что это с тобой, товарищ генерал? Аслан с мессером в догонялке играл, такую пылищу подняли. Это, наверное, Фриц за вас волновался. Не хотел к нам пускать. Вы же черная смерть. Вам сколько лет? 17. И не пытайтесь в тыл отправить. Александр Васильевич, вижу, боевой дух у твоих ребят и девчат на высоте. Ну что, обломаем Клейсту зубы? Не пустим в ущелье? Задержим, гада. Молодцы. Так держать. Ну куда ты лезешь, Валя? Я сам тебя в тыл отправлю. Вот и все мое хозяйство. Может, дашь мне минометчиков, Иван Павлович? Хоть взвод. Нет у меня минометчиков. Нечем тебя выручить. Резерв удалось сохранить? Батальон моряков-автоматчиков буду держать до конца. Если враг прорвет оборону, запрем Суарское. Ну что, Иван Павлович, прощай или до скорого? Так, никаких прощаний, нам с тобой еще Берлин брать. Удачи. Давай. Утихла шумная дневная страда. Был тот особенный вечер, как сказал бы Толстой, какой бывает только на Кавказе. В этот час как-то особенно остро ощущалась непередаваемая красота здешних мест. Все было тихо и спокойно вокруг. Перед моим мысленным взором предстала страшная картина того, что станется с этим чудесным краем, если мы не сумеем преградить путь танкам генерала Клейста. Наши пути пересеклись уже в 3-й раз.
Пора бы положить этому конец. Пауль Людвиг Эвальд фон Клейст, выходец из аристократического рода, который дал Германии 3 генерал-фельдмаршалов и около 30 генералов. В год рождения Ивана Павловича Рослова Клейст был уже бравым офицером. А к 1915 году, когда наш герой был еще босоногим крестьянским мальчишкой, у Людвига уже 2 железных креста. Во время французской кампании Клейст командовал танковой группой, носящей его имя. Именно Клейст стал командиром первой в истории танковой армии. Это о нем и о его тактике писал в 1939 году свои докладные записки слушатель военной академии Иван Павлович Рослый. К июлю 1942 года войска Южного фронта имели в своем распоряжении всего 17 танков, 130 самолетов и артиллерию с недостаточным количеством боеприпасов. Им противостояла мощнейшая группировка армий А, имеющая тотальное превосходство в живой силе и технике. Единственное, что мог сделать генерал Рослый, это воевать не числом, а умением. К 3 ноября немцы основательно втянулись в прорыв, который своими очертаниями напоминал мешок. Когда из оперативного отдела Рослому принесли карту, он тут же набросал план возможного контрудара на отсечение группировки противника от основных сил и уничтожение ее ударами с флангов. Замысел Рослова был прост и в то же время невероятен. Умело маневрируя резервами и артиллерией, он перебросил противотанковые средства и пулеметные расчеты к горловине прорыва, и вскоре мешок затянулся. Многослойный огонь артиллерии и реактивных минометов решил судьбу окруженных. В историю битвы за Кавказ операция в районе Гизели вошла под названием «Мешок Рослова». Последний час. Многодневные бои на подступах к городу Орджоникидзе закончились поражением немцев. Нашими войсками разгромлены 13-я танковая дивизия, полк Бранденбург, 7-й саперный батальон, 525-й дивизион противотанковой обороны и батальон 1-й немецкой горно-стрелковой дивизии. Наши войска захватили 140 немецких танков, 70 орудий разных калибров и другие трофеи. Это сообщение Совинформбюро было передано по радио 19 ноября 1942 года. Именно 19 ноября началось грандиозное контрнаступление советских войск под Сталинградом. Ободряющая весть, долетевшая с Седого Кавказа до берегов Волги, прибавляла сил тем, кто направлялся на историческую битву с врагом. И снова за этим переломным моментом войны незримо стояла фигура генерал-майора Рослова. С зимы 42-го до лета 43-го войска под командованием генерал-майора Рослова провели ряд успешных операций, в том числе по освобождению Майкопа и Краснодара. В середине июня 43-го года Рослый получил новое назначение. И вскоре его 9-й стрелковый корпус проявил себя в битвах за Донбасс и Мелитополь. В 44-м корпус сражался за Одессу, захватывал и удерживал плацдармы на правом берегу Днестра, участвовал в Яско-Кишиневской наступательной операции. В феврале 45-го именно корпус Рослова первым вышел к Одеру и перешагнул его. Рослый проявлял себя как талантливый стратег, способный решать трудные задачи. Поэтому командование снова и снова перебрасывало его на максимально сложные участки фронта. 20 апреля 1945 года Ивану Павловичу Рослому было присвоено воинское звание генерал-лейтенант.
Наступило время агонии фашистского режима и грязных политических игр. Гитлеровцы продолжали оказывать отчаянное сопротивление Красной армии, но одновременно начали сдавать без боя Западный фронт, любезно позволив союзникам перешагнуть через Рейн, в надежде, что именно англо-американские подразделения выйдут к Берлину, а значит, получится договориться. Такой вариант развития событий категорически не устраивал Сталина. Он отдал приказ войти в Берлин первыми. Казалось, все уже ясно, дни Гитлера сочтены, но фашисты все еще надеялись на чудо, судорожно цепляясь за последние рубежи. Предстоящую битву нельзя было сравнить ни с какой другой операцией. Это означало, что копировать испытанные приемы не получится. Предстояло решать новые задачи. Простора для творчества, для командирской изобретательности было невероятно много. В штабе армии у Жукова в ходе военной игры командующим была четко обозначена задача корпуса Рослова. Наступая на левом фланге армии, он должен выйти на северо-восточную окраину Берлина. Когда совещание закончилось, всех участников пригласили в зал с макетом Берлина. Макет занимал площадь в 20 квадратных метров. Мало кто знает, что в сентябре 1943 года в Ленинграде по приказу Ставки изготовили объемный план столицы фашистской Германии. Фронтовые топографы в блокадном Ленинграде потрудились на славу. Казалось, что перед глазами раскинулся настоящий город, по улицам которого можно ходить. Берлин и по размерам, и по укреплениям был не похож ни на один другой город, который нам приходилось брать. Я живо представил себе путь к центру. Река Шпрее, Трептов-парк, Ангальский вокзал, типография и, наконец, Рейхстаг. На карте он был обозначен номером 105. Что, товарищ Рослый, изучаете? Так точно, Георгий Константинович. Ну и какой же объект на макете, по-вашему, основной? 153. Рейхсканцелярия. Дерзайте. Русскому солдату предстояло взять столицу Германии в третий раз. В 1760-м Захар Чернышов провел свой знаменитый рейд на Берлин, а в 1813-м русские войска побывали в Берлине второй раз во время преследования Наполеона. Но такой силы, как сейчас, Берлин еще никогда не видел. Численное превосходство людей и техники было теперь на стороне советских войск. Но при этом обороняющийся город напоминал настоящую цитадель. Практически каждый дом в Берлине был превращен в неприступную крепость. Эсэсовцам было нечего терять. Жилые дома, станции метрополитена они укрепили основательно и заблаговременно. При этом на картах советской армии, помимо огневых целей, были обозначены музеи, книгохранилища, детские медучреждения, по которым стрелять было запрещено. Гарнизон Берлина насчитывал более 200 тысяч солдат и офицеров, 3000 орудий и 250 танков. Советские войска бросили на его штурм 464 тысячи солдат и офицеров, свыше 12 тысяч орудий и минометов, 2100 «Катюш», а также 1500 танков. Если верить писателю-фантасту Хайнлайну, везение – это тщательно подготовленное стечение обстоятельств. И Рослому действительно повезло. Именно его бойцы захватили капитана инженерных войск, занимавшегося строительством оборонительных рубежей на подступах к Берлину и в самом городе. Инженера тщательно допросили, изучили его карты, и это оказалось чрезвычайно полезным для планирования наступления. В руках у Ивана Павловича оказался подробный план Большого Берлина с нанесенными на него инженерными сооружениями и другими военными объектами. За Карлсхорстом протекала река Шпрее, ширина которой в полосе наступления доходила до 300 метров. За рекой начинались парки Трептов и Плентервальд. Рослый отдал приказ готовиться к атаке. Старшина, меняйте часовых.
Дядя Аслан, Привет. а сколько еще до Берлина? Ну, километров 40, а может меньше. А давайте я вам помогу. Ну, давай, валяй. Пошли. Нам левый фланг прикрывать надо, еще резерв на Прагу. Я, конечно, с тобой бы остался, но нас срочно перекидывают. А так бы... Сахарок подоспел. Спасибо. Как раз вовремя. Угощайтесь. Мозг сладкого требует. Значит, на Бреславу? На восток. В сторону дома. Иван Павлович, а что с озером этим? Все никак не выговорю. Руммельсбургер. С ним и со Шпреей. Как форсировать будем? Не первая водная преграда. Сколько их было? А почему бы нам не взять с собой отряд полуглиссеров? Остались у вас, Александр Васильевич? Да, и моряки проверенные. Днепровской флотилии. Только как вы их сюда доставите? Так точно еще никто не делал. Студебекер у нас есть? Дерзко. Грузоподъемность машин? Подходит. И никто наших катеров в Берлине не ждет. Иван Павлович, Гусев немца-перебежчика привел. Говорит, важно. Пусть ведет. Есть. Товарищ генерал, привел. Что он хочет? So, Herr Elektriker, was möchten Sie uns mitteilen? Ich bin kein Elektriker. Я не электрик. Ich bin ein Pionier. Я минер. Habe mich als Zivilist gekleidet, damit ich zu Ihnen durchkommen kann. Переоделся в гражданское, чтобы мог к вам попасть. Das ist mein Plan. Wie die Rummelsburg-Kraftwerk gesprengt werden sollte. Ich habe alles kapiert. Это схема работы по подрыву Руммельсбургской электростанции. 5 километров от Я сделал точную копию. Der versorgt Berlin mit Strom. Sie können die Explosion verhindern. Она питает Берлин. Вы можете предотвратить взрыв. Спроси, зачем он это делает. Warum machen Sie es? Der Krieg ist bald zu Ende. Die Bürger können nicht ohne Licht. В войне скоро конец. Пусть у людей будет свет. Nur der verdient sich Freiheit, wie das Leben, der täglich sie erobern muss. Это сказал Гёте. И это он сказал про вас. Es ist Goethe. Und das hat er über Sie gesagt. Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой. Я смотрел на речную гладь Шпрее и вспоминал многие великие и малые реки, которые довелось форсировать корпусу на протяжении долгого боевого пути. Конечно, далеко было этой реке до нашего Тихого Дона и Седого Днепра. Не могла она сравниться ни с полноводным Днестром, ни с Вислой. Скромной речушкой текла Шпрее по Германии, и только невдалеке от Берлина, жадно вобрав в себя воду близлежащих озер, превращалась в широкую магистраль, пересекавшую город с юго-востока на северо-запад. – 16 апреля 1945 года в 5 утра невероятной силы удар потряс все вокруг. Земля заколебалась под ногами. Это многие тысячи орудий, минометов и «Катюш» открыли огонь по боевым порядкам противника. В небе нарастал низкий гул бомбардировщиков. В воздух взвились тысячи сигнальных ракет. И одновременно с ними 140 мощных зенитных прожекторов осветили и ослепили противника. Советские танки и пехота пошли в атаку по всему фронту. Так началась Берлинская наступательная операция. Крупнейшая операция Второй мировой войны.
Историки признают, что свое участие в битве за Берлин 5-я армия под командованием генерал-полковника Берзарина начала с блестящего хода конем. Отличился стрелковый корпус генерала Рослова. Перелетев Шпрей и ударив во фланг, корпус, по сути дела, обрушил всю систему немецкой обороны. Немцы не ожидали, что русские будут форсировать озера. На левом фланге у них имелось только боевое охранение. Большинство их сил располагалось на главной линии обороны. Таким образом, генерал Рослый снова показал себя выдающимся стратегом. С выходом корпуса в предместье имперской столицы я увидел, что части действуют с особым подъемом и энергией. Будто у солдат и офицеров открылось второе дыхание. 25 апреля, не давая врагу передышки, части корпуса Рослова вышли к каналу, соединяющему Шпрей с Ландвер-каналом. На противоположной стороне начинался центр Берлина, особый район обороны под названием «Цитадель». Тут находились важнейшие госучреждения, обороне которых фашистская верхушка уделяла особое внимание. Сердцевиной цитадели являлась Вильгельмштрассе, в самом центре которой стояло здание имперской канцелярии. К исходу дня гитлеровцы были зажаты в самом центре Берлина. На улицах и перекрестках были устроены баррикады, подходы к ним заминированы, все угловые окна приспосабливались для ведения огня из пулеметов. Окна верхних этажей предназначались для автоматчиков и гранатометчиков с фауст-патронами. По распоряжению Геббельса на стенах домов метровыми буквами были выведены надписи: «Берлин остается немецким». «Немецким остается, только без фашистов», — внес поправку кто-то из наших. Еще накануне я приказал создать в полках и батальонах штурмовые группы. Рота пехоты, 4-5 орудий, 2 самоходные установки и 2 тяжелых танка. Впереди двигалось отделение саперов. По мере продвижения к центру Берлина состав штурмовых групп сокращался. Незачем было толкаться на одной улице 2 гаубицам, если нам уже хватало огня и одной. При штурме сильно укрепленных объектов оправдали себя артиллерийские группы. Одна из таких была создана во время штурма Ангальского вокзала, превращенного гитлеровцами в сильный опорный пункт на подступах к правительственным кварталам. При штурме вокзала я невольно вспомнил бои на Карельском перешейке. Опорный пункт врага здесь был также сильно укреплен. Я распорядился на каждое окно, каждый проем в стене выделить по артиллерийскому орудию или танку и бить по ним прямой наводкой. Вскоре вокзал остался в тылу наших войск. Бои продолжались с прежним ожесточением. 30 апреля 1945 года корпус вышел к имперской канцелярии. Здание было построено уже при Гитлере и должно было своим внешним видом подавлять каждого, кто его видел, олицетворяя незыблемость тысячелетнего рейха. Гитлеровцы сопротивлялись отчаянно. Борьба шла не на жизнь, а на смерть. Это был символ империи, и пока он существовал, сопротивление продолжалось. Даже после самоубийства Гитлера война не прекратилась. Немцы фанатично цеплялись за последний оставшийся в их руках обломок империи. Поэтому рейхсканцелярию было необходимо взять любой ценой, обрушив тем самым главный символ фашистской Германии. В ночь на 1 мая из мрачного подземелья имперской канцелярии выбрался начальник генерального штаба немецких сухопутных войск генерал Крепс. Он искал встречи с представителями командования Красной армии. Первым делом Крепс сообщил о самоубийстве Гитлера. Затем от имени Геббельса и Бормана предложил временное перемирие. Это была еще одна попытка выиграть время в расчете на полюбовную сделку США и Англии, заключенную на антисоветской основе. Поэтому в перемирии Крепсу было отказано.
Рушились последние бастионы фашистской цитадели. Наш корпус все ближе подходил к имперской канцелярии, последнему убежищу Рейха. Гитлеровские заправилы, возомнившие себя властелинами мира, оказались у разбитого корыта. Смертельно раненый фашистский зверь находился на последнем издыхании. Утром 1 мая начался штурм. Прежде чем попасть во двор канцелярии, требовалось преодолеть высокий бетонный забор. Штурмовая группа пробила бреши, и туда хлынули бойцы. Двор заполняли все новые подразделения. Пошли в ход гранаты, трофейные фауст-патроны. Постепенно бой перемещался в само здание. В 10:40 передовые группы ворвались в имперскую канцелярию, и вскоре бой шел уже в подвальных помещениях. К 22:00 все было кончено. Крепс покончил с собой, как и многие другие жители логова. А 2 мая в 6 утра генерал Вейдлинг отдал приказ о безоговорочной капитуляции. «2 мая день выдался холодным. Мелкий дождь поливал тлеющие руины. На улицах лежали сотни трупов, раздавленных танками. Там же валялись флаги со свастикой и партийные билеты. На лавочке сидели молоденькие уцелевшие немецкий солдат с немецкой медсестрой. Они обнялись и не обращали никакого внимания на то, что творилось вокруг. На Вильгельмштрассе, на которую мы вышли, царило праздничное оживление. Отовсюду доносились песни, заливалась гармонь. У Бранденбургских ворот в лихой пляске сошлись молоденький лейтенант и седоусый старшина. Я посмотрел на рейхсканцелярию. Над этим дымящимся сооружением, как и над Рейхстагом, было поднято множество красных флагов. Говорит Москва. 8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена. Германия полностью разгромлена. Ознаменование одержанной победы. Столица нашей Родины, Москва, от имени Родины салютует нашим доблестным войскам. По итогам Берлинской операции генерал-лейтенант Рослый был представлен ко 2-й звезде Героя. Но по неизвестным причинам в Москве представление отклонили, снизив статус награды до ордена Ленина. Возможно, не обошлось без влияния тех же сил, которые направили в 1939 году не имеющего боевого опыта офицера на сложнейший участок линии Маннергейма. Как бы там ни было, но именно Рослого маршал Победы Жуков назначил командиром сводного полка Первого Белорусского фронта на параде Победы в Москве. Именно ему доверили командовать героями Берлина. И 24 июня 1945 года коробка Первого Белорусского фронта замерла на Красной площади напротив Мавзолея.